В советское время среди тбилисских шахматистов ходила такая шутка. Для удобства участников и зрителей все матчи претенденток на шахматную корону ФИДЕ будет проводить, не покидая Ваке. Ваке – один из самых престижных районов грузинской столицы. Такой он сегодня. В этой шутке была не доля, а почти вся правда о мировых женских шахматах. Тогда на черно-белой доске доминировали грузинские женщины – Нонага Приндашвили, Майя Чебурданидзе и еще целый ряд международных мастеров. К их потребностям руководство республики относилось с особым вниманием. За победу награждало квартирами. Так и появилось место компактного проживания королев и претенденток. В 1982 году сборная СССР была полностью укомплектована грузинскими шахматистами, в 1980 и 1982. И практически все женщины жили на одной улице, на улице Чавчавадзе в Ваке. Разумеется, менять регламент из-за этого никто не собирался. Свои партии претендентки играли по всему миру. Но власти Тбилиси, как говорится, не ждали милости от ФИДЕ. Они загодя, еще в начале 70-х стали готовиться к проведению представительных турниров, решив тем самым ознаменовать и многочисленные победы главной шахматной королевы. В честь Нонага Приндашвили, тогда еще 4-кратной чемпионки мира, в Верийском парке рядом с тем же Ваке и буквально в шаговой доступности от ее места жительства в начале 70-х начали строительство дворца шахмат. Официально он по сей день называется Шахматно-Альпийским клубом. Доверить такой проект могли далеко не каждому. Дворец для чемпионки, значит, и строить его должен высококлассный профи, чемпион, по крайней мере, в своей архитектурной области. Есть многие здания, которые каждодневно жители Тбилиси видят, но мало кто знает, кто архитектор. А еще есть много его зданий, которые не были построены. Он так относился к профессии, что он создает что-то, что должно служить людям. Образ чемпиона ему был к лицу. Всегда подтянутый и спортивный, увлекался горными лыжами. Без преувеличения, красавец-мужчина. Вот только даже в столице Грузии, где много спроектировано и построено, имя Ладо Алекси Месхишвили не назовешь громким. Оно не на слуху. Скорее вспомнит его жену, кинорежиссера Лану Гагаберидзе, постановщицу популярных в Советском Союзе фильмов «Я вижу солнце», «Когда зацвел миндаль», несколько интервью по личным вопросам. То, что создавал он, не выходило за пределы республики. Да и вид его архитектуры имеет неброский. Строгие линии фасадов, скромный декор. На такие здания не каждый обращает внимание. Многие пройдут мимо и даже не заметят. Скажете, ничего себе чемпион, если только невидимого фронта. Как вообще архитектура может быть незаметной? Пожалуй, тут надо прояснить некоторые тонкости. Дело в том, что на пересеченной тбилисской местности, да еще в соседстве со старым городом, высшим пилотажем всегда считалось умение строить и встраивать, не создавая резкого контраста с окружающим ландшафтом. В общем, если про здание говорят, как тут и стояло, это уже классный результат. Он все время над собой работал, все время стремился к простоте. Его такая концепция, что архитектура и природа были в гармонии, взаимосвязи. Он новым человеком был, он не прилип к этой орнаментальной архитектуре. Диплом архитектора Ладо получил в 1939 году, но получить практический опыт помешала война. Первые его проекты появились уже после возвращения с фронта. Санаторий Имеретьевск-Халтуба – закат сталинского стиля. Автор сдержанно оформил главный фасад, но в остальном не нарушил традиции любимого курорта вождя. Тот же размах, величие и пафос. Сталин один раз приехал туда лечиться. У него были проблемы какие-то, ревматизм. Ему очень понравилось. И он приказал каждому министерству построить там санаторий. Георгий – известный театральный художник. Свои первые уроки рисунка он брал у отца. Правда, до недавнего времени эта сторона таланта Ладо Алекси Месхишвили была мало кому знакома. Первое наше удивление, когда мы встретили, ознакомились с его работой, у него очень много зарисовок. И эти зарисовки, по нам это очень большого качества. У него есть две жизни, одна в мастерской как архитектор и одна, когда он рисует. И эти жизни в каком-то смысле отличаются друг от друга. В конце прошлого года в культурном пространстве одного из тбилисских банков проходила выставка, посвященная архитектору Алекси Месхишвили.
Дмитрий и Ладо собрали для нее макеты зданий, фотодокументы и отдельно художественную графику. Рисовал высотки, он много рисовал мосты. Их в то время, наверное, было очень трудно реализовать. Это как бы были просто его идеи. Тысячи эскизов на каждое здание, знаете, поиски формы, пространства, связи с природой, внутренней и так далее. Потому что здание же не только футляр, да, здание внутри должно быть функциональным. Первой ласточкой нового, более функционального подхода в его карьере стал Тбилисский дворец спорта на улице Мираба Коставы. Строился он для баскетбола и некоторых других видов спорта. У тех, кто впервые видел сооружение в наше время, вполне мог возникнуть вопрос: что это? Лично я, увидев впервые, подумал, что это цирк или рынок. Выступающий купол, конечно же, крыша над манежем. Арочные галереи – дань грузинской традиции. Декоративные элементы в СССР нередко использовались при строительстве объектов соцкультбыта. Насчет дворца спорта мысль тоже возникала, но неубедительная. Жизненный опыт подсказывал, для подобных целей сооружение должно быть проще по форме и, как по мне, то немного выше. Перед глазами был стандарт 70-х, 80-х. Советская архитектура начала 60-х еще тяготела к прошлому, хотя уже пыталась идти в ногу с мировыми трендами. Когда он начал проектировать, Нервы уже построил такое же здание в Риме. Правда, тяжелее. Конструкция там была какая-то кессонная. Это знаменитый дворец спорта, который делали к Олимпиаде 60-го года. Здесь, в Тбилиси, конструкция была полегче и попроще. В непростые рамки зодчего ставила советская действительность. Первый проект был больше, чем можно было строить в то время из-за регуляции, так что им пришлось зал, В землю углубить какую-то часть этого зала, да. В Москве это официально не оформлялось. Высота здания снаружи в итоге составила 16, а внутри зала, как и планировалось, 34 метра. В реальности она гораздо больше. Котлован работает как часть здания. Пол здания находится, это вся площадка, все это под землей. Отдельная история работы над куполом. Новая конструкция из бетонных плит, нанизанных на концентрические окружности арматуры, у многих вызывала недоверие. Инженеру Давиду Каджая и архитектору Юрию Касрадзе вместе с Алексием Исхишвили пришлось даже строить отдельное здание для обкатки технологии. Только после этого приступили к работам на основном объекте. Что интересно, до сих пор стоит не только большой дворец, но и малый, на котором проверяли прочность купола. Он совсем рядом, во дворе многоэтажки. Его не стали сносить, обошлись по-хозяйски, сделали что-то вроде арены спутника. Со временем здесь оборудовали искусственное ледовое покрытие и открыли первую в Тбилиси школу фигурного катания. Сегодня оба здания буквально стиснуты со всех сторон новостройками. Некоторые из них даже не прочь выйти на передний план, из-за чего вид на Большой дворец открывается только в непосредственной близости. И все же для понимания того, насколько неброской может быть архитектура Алексия Исхишвили, этот случай нетипичный. Исторический район Салалаки, сердце Тбилиси. Если идти от площади Свободы, улица Леонидзе в какой-то момент сужается. Слева кружево балконов, дворики, справа аккуратно облицованный уступ склона. Говорят, где-то здесь дом актера. Еще несколько шагов, и перед вами буквально вырастает необычное для этой части города сооружение. Это модернизм 70-х годов, без примесей. Возможно, самое удивительное здесь то, как органично брутальная каменная коробка вплетается в ткань старого квартала. Она словно боится потревожить возрастных соседей, дореволюционные здания, и буквально подстраивается под каждую пять сложного рельефа. Он сделал два проекта, один проект потом построили, первый проект остался на бумаге. Мы постарались этот проект реализовать в нашей выставке, мы сделали макет, как он изначально должен был быть.
Для построенного здания скоро тоже могут понадобиться бумага и умелые руки. Театральное общество Грузии, которому принадлежит Дом актера, не первый год пытается найти средства на ремонт. Были бизнес-предложения, что вот, мы отремонтируем, полздания будет наш. Мы никогда не идем на такие предложения, потому что это собственность грузинского театра. Это не собственного одного или маленькой группы каких-то деятелей. Говорят, в лучшие годы здесь проходили актерские бенефисы. Размещался театр, и не один. А сколько историй мог бы рассказать работавший на первом этаже ресторан? Даже представить страшно. Свои юбилеи в нем отмечали Софико Чиаурели, Кате Махарадзе. Сейчас мы набираем какие-то силы, там есть какие-то проекты, которые финансируют и Министерство культуры, и муниципалитет города. И как-то вот мы начинаем сейчас реабилитировать сперва самого общества, театральное общество. А после этого, если мы сможем и сделаем там капремонт, это будет идеально. Так называемое архитектурное излишество в своих работах Алексей Месхишвили использовал редко. Но поиск лаконичных форм и композиций велся им непрерывно. Это стало чем-то вроде профессиональной одержимости. Всегда пример для него был там Франк Ллойд Райт, его дом над водопадом. Генетически в нем сидела эта простота, эта связь с природой. Пожалуй, нигде эта связь не была такой прочной, как в каскаде фонтанов в парке в Оке. Каскад, он врезан в гору, и он как-то сливается с пространством. К сожалению, и здесь у проекта был вариант авторский и тот, который хотело получить начальство. Республиканская власть всегда во главу угла ставила линию партии. К тому же в Тбилиси собирался приехать генсек ЦК КПСС Брежнев. Угодить его вкусом было не менее важно. Шеварднадзе приказал, чтобы это олицетворяло там победу над Германией, там поставили этот памятник неизвестного солдата, какие-то скульптуры, там наверху что-то стоит еще. Этого ничего в проекте не было. Пришлось сделать. Одергивание и строгое следование идеологическим канонам были в порядке вещей для того времени, но подход автора к реализации архитектурных идей, кажется, уже ничто не могло изменить. В 1962 году Алексей Месхишвили делает проект ресторана «Иори» на берегу Тбилисского моря. Невероятно легкая конструкция, и весь ее смысл как будто бы в одном – забудьте про крышу и стены. Здесь главное – небо и солнце. Вскоре после открытия Иори стал съемочной площадкой кинокомедии «Встреча в горах». Место было супермодное, необычный для советского общепита ресторан прекрасно создавал иллюзию беззаботной и красивой, как на Западе, жизни. Кстати, в этой же картине состоялся экранный дебют Вахтанга Кикабидзе. Спустя 7 лет строится комплекс зданий сельскохозяйственного института. По мнению специалистов, это одно из лучших сооружений 60-х. Здесь границы между внешним и внутренним почти стираются. Природа и рельеф – часть рукотворного ансамбля. Уже в наше время известный бизнесмен Каха Бендукидзе на базе вуза открывает современный университетский кампус. Работы Алексея Месхишвили, что называется, чувствуют пространство, но они восприимчивы ко времени. В здании Центрального телеграфа на проспекте Руставели один большой объем, на дворе 1980-й. Такой фасад просто немыслим без стеклянных поверхностей. Но главное теперь уже не они, открывающие здание внешнему миру, а монументальные балки продольно-поперечного членения. Получается довольно двусмысленная решетка. Невольно вспоминается атмосфера тех лет. Диссиденты, афганская война, изоляция СССР от стран Запада. Кому-то покажется наивной и глупой попытка разглядеть гражданскую позицию или фигу в кармане там, где все опирается на чертежи и цифры. Но воспринимать Ладо Алексея Месхишвили как человека системы или безучастного наблюдателя значит отрицать очевидное – воспитание, происхождение, моральные принципы. Семья была не советская. Его отец был министр юстиции во время, когда Грузия была свободной, до 21 года.
Брат его учился во Франции, был крупнейший специалист в своей профессии. Вернулся, его арестовали. Дедушку несколько раз арестовали, очень многих родственников уничтожили в 1937 году и в 1924, когда восстание было. С таким бэкграундом некоторые навсегда застревали в глуши, на периферии, а он в столице республики, на солидной должности, и нет отбоя от заказов. Он руководил третьей мастерской, таких мастерской в Тбилиси было 5. Самое странное, что он никогда не был членом партии и всегда получал такие выдающиеся проекты. Единственное объяснение этому — его привлекательность. Он был очень открытый и свободный человек. Но конкурентов и завистников это ничуть не смущало. Их стараниями плодились красочные сплетни. Когда уже стало ясно, кто будет строить дворец шахмат, возник слух про то, что автор проекта получил его в качестве компенсации за нереализованную идею летнего кинотеатра. Грандиозный проект в Верийском парке. Это был амфитеатр в классическом стиле. Филармоническая яма была, открытая эстрада с колоннадой. Но потом как-то решили, что вот филармонию построить. То есть идея действительно была, и даже были чертежи. И действительно, рядом с парком, тогда еще Кировским, а не Верийским, на 2 года раньше шахматного клуба реализовали не ее, а другой проект – здание филармонии. Вот только замысел Алекси Месхишвили датируется аж с середины 50-х, а тут 70-е. Ради чего понадобилось связывать в тугой узел домыслов 3 разных по времени события – загадка. И поиск ответа на нее лишен всякого смысла, потому что очередная готовая работа лишь подтвердила профессиональную репутацию зодчего. Даже его конкуренты отмечали, что это очень современное, очень интересное здание, без всяких сомнений. И там очень хорошие настенные, деревянные панно, много интересного в интерьере. სპორტის მოყვარულებმა შესანიშნავი სამაისო საჩუქარი მიიღეს ჭადრაკის სასახლე, რომელიც გახსნა თვითონ ჭადრაკის დედოფალმა, მსოფლიოს 4 გზის ჩემპიონმა ნონა კაფრინდაშვილმა. Сегодня во дворце шахмат проходит очередной чемпионат Грузии. В скромном помещении играют участники финала. На своем месте раздвижные деревянные панно. Для полноты картины не хватает только зрителей. Тут большие доски демонстрационные стояли в парке, там был очень большой интерес, люди приходили, анализировали партии. Сейчас у людей нет столько времени, что 5 часов какому-то хобби отдавать. Главный зал дворца временно пустует. На сцене телевизионные декорации и какая-то мебель. Федерация готовит здание к ремонту. Символ национальных побед стараются содержать в лучшем виде. Это сердце наших чемпионов. Тут вообще тут чувствуется шахматный дух. Для меня это как родной дом. Я тут не родилась, тут выросла. Когда я захожу, я очень счастлива. Как сложится дальнейшая судьба архитектурного наследия Ладо Алекси Месхишвили, трудно сказать. Очевидно одно – общего рецепта выживания для зданий нет. Хорошо, если место видное, если собственник понимает ценность объекта. А еще лучше, если государство возьмет под охрану, признает памятником. Особенно с этим повезло Каскаду в парке в Оке, где мэрия Тбилиси проводит реабилитацию старых построек. Но везет, как известно, не всем, а значит и выживет не каждый. То, что раньше было рестораном Иори, теперь в 2 шагах от полной разрухи. Хотя какая-то жизнь в помещениях теплится, работает пилорама. Многоуровневый гараж Совмина Республики, построенный в Тбилиси в 1970 году, был снесен после приватизации. Это единственная безвозвратная потеря. Новые владельцы бывшего центрального телеграфа позаботились о сохранности исторического фасада. Внутри откроют гостиницу, но пока выпотрошенный корпус стоит словно на распутье, как символ неопределенности. С прошлым распрощался, а будущее еще не наступило.